А сейчас я сделаю микрообзор того, что я купила на Найлоне. Я купила такую спортивную куртку, легкую ветряк Солева. Хорошая фирма для сына. И обошлась она мне всего лишь в 300 динар. У этого же продавца, милого дедушки, я купила вот эти сандали, тоже спортивные, 37 размера. Надеюсь, мне подойдут. Еще не мерила. Шапку он мне дал в подарок к той курточке. Не знаю почему. Она шерстяная, зимой будем носить, прикольная. Значит, сандалики стоили 200 динар. И еще там лежали такие кожаные перчатки. Ну, стояла я на них, смотрела. Он говорит, забирай за 100 динар. Ну, это 1 евро. Думаю, ну как кожаные перчатки за 100 динар не забрать. И я их забрала. Они моего размера, очень классные. Затем я купила такую баварскую кружку для пива в хорошем состоянии. Всегда хотела ее купить, но они там по 1000, по 500 динар. Эту я купила за 300. И, она хорошего размера. Там они большущие продавались, а это такая, компактный. Мне нравится этот размер. Тут такой рисунок со львами, с гербами. Стоила на 300 динар, ну это 3 евро примерно. Набор игрушек я купила. Так, пчелка прилетела, улетела. Купила такого красного тираннозавра с крутым дизайном, с золотыми какими-то стременами. На него одеваются либо этот персонаж, либо этот. По-моему, крутые игрушки, вообще супер. И, я не знаю, птеродактиль, что ли. Тоже крутой, прикрутой, механический, весь сгибается. И у него такой наездник. Вот 2 динозавров с фигурками я купила у одного продавца. Потом в бонус мне дали Соника. Я его забрала. Там же был такой странный малыш. Туда батарейки вставляются. Еще у меня нету таких батареек, но куплю, проверю, что, может, он работает и что он делает. То есть это черепашка с высунутым языком. Ну, странная игрушка, но мне очень понравилась, такая яркая. И там же в динозавровом, в динозавровой коробке такой был. Я знаю, они дорого стоят в магазинах. Ну, купила. Вот такая игрушечная тема, на которую я залипла и приобрела. Стоило это все Хильду динар, 1000 динар, 10 евро. Но мне кажется, это дешево для таких крутых игрушек. Когда я уже выходила с рынка, там это было уже поздно, уже все собрались, и на выходе увидела ребят, которые роются в остатках каких-то. И мне прямо под ногами вот эти 3 предмета лежали. Но я так понимаю, что продавец уехал, оставил ненужные. В общем, я это забрала. Это просто коробочка для украшений. Мне иногда надо что-то где-то хранить. Классная. Она даже похожа на кожаную. Это не точно. Затем увеличительное стекло, лупа. Иногда мне очень надо. Забрала. И браслетик. Это основа. На нее одеваются шармы. Это, конечно же, не Пандора, но мне он понравился. Я его забрала. И у меня есть несколько шармов. Буду собирать новый набор. И еще вот я купила такой жилет своему мужу. И когда проверяла карманы, там оказалась деньга. И что бы вы подумали, это целых 20 евро. То есть, в принципе, этот жилет стоил 2 евро, а в нем лежало 20. Как вы думаете, выгодная покупка или нет? Супер. По мне, так я купила весь свой поход по Найлону 300 и 200. Это 500 динар. 1000 стоили игрушки, это 1500.
300 кружка, 1800. И сандали 200 и перчатки 100. Ну, 200. Ну, 20 евро это примерно, ну, наверное, 2300, 2500 динар. Поэтому, в общем, поход у меня получился экономный. Как будто бы и купила, как будто бы и нет. И при деньгах осталось. Как вам такая покупка, такой поход? Считаю, очень мне повезло. Напишите свое мнение. Мальчики мои тоже ходили на найлон, но они там себе футболок хотели найти. И вот показываю, что они купили. Футболочку Супер Драй, шортики спортивные Adidas. Ну, по-моему, классные шорты, классная футболка. И вот такие шорты Hugo Boss на лето. И вот им попалась такого мятно-голубого цвета рубашка Лакост. Ну, с их знаменитым крокодильчиком. Качество очень хорошее, приятное. Вот парни приобрели. Мерить они отказались на камеру, поэтому показываю на видео. Купили такие 4 футболки, вернее, один батник, такой темный, с нашивками различных фирм. Написано там Новая Зеландия, Тойота. Возможно, это какая-то команда была. И ну, она прикольная такая. Затем футболку Converse, обычную серенькую, с красивым принтом. Значит, футболочка Harley Davidson такого интересного цвета хаки, тоже принт. Хаотичный череп проглядывается. Ну и вот такую прелесть. Под винтаж сделанный рисунок космонавтки в таком привлекательном костюме. Это вот. Вот и еще такие кедики Nike и кедики Vans в хорошем состоянии.